Жительница Новосибирска выписала пса из кургана и бросила на вокзале. Жительница Новосибирска Юлия захотела взять себе взрослого пса породы мастиф, мастина неаполитана. Трехлетний пес находился в кургане, но хозяева решили сменить место жительства и не смогли взять его с собой, поэтому стали искать ему нового владельца. Пса отправили поездом, он ехал сутки в одном купе с проводницей. Поездка прошла нормально, однако по прибытии что-то пошло не так, и новая владелица оставила его на вокзале. В поезде песик очень скучал по своему хозяину, который запросто избавился от него. Фото. Предоставлено группой «Команда помощи Мастина», английский мастиф. В группе «Помощь питбулям» и стафом Новосибирск появился следующий пост. Пожалуйста, максимальное количество репостов, прошу. Странная и страшная история. Кобель Мастина жил у хозяина в кургане. Хозяин переезжал, и песика согласилась забрать женщина из Новосибирска, собаку отправили поездом. И все. Он уже сутки сидит вот так, на вокзале. Женщина, которая должна была его забрать, на связь не выходит. Гром в шоке, к себе не подпускает. Хозяин оповещен, но забрать ек не может. Да никто не может. Так и сидит трехлетний пес в углу на улице. Новосибирск, мои хорошие, пожалуйста. Нужна временная передержка, нужно забрать парня оттуда, но нельзя же, чтобы домашний кобель вот так погиб. Пес по кличке Гром 2 дня жил среди поездов в Новосибирске. Фото. Соцсети. На вокзале песик провел 2 суток, пока в соцсетях не нашли для него передержку. Пока искали передержку, нашелся бывший хозяин, который сказал, что в связи с переездом из Кургана в Тюмень, где они вынуждены арендовать квартиру, им пришлось отдать Грома в Тюмень Юлии, которая вызвала у них доверие, и связывались с ней по прибытии туда Грома. Она сказала, что все хорошо, что она встретила песика. Сибирячка убедила Владимира в том, что она опытная собачница и сможет достойно ухаживать за Громом, а сама бросила его на вокзале фото в соцсети. Взять пса на время согласилась сибирячка Алена Севцова. Она называет себя собакой-любом в ее доме, живут 3 собаки. Алена рассказала НГС, как себя чувствует Гром, кличка собаки и какая участь его ждет. Мы попытались связаться с Юлией, которая выкинула песика, но она не вышла на связь. В переписке в группе в соцсети ВКонтакте она так объясняет свой отказ. Дома у меня живут 5 взрослых собак, мастина неаполитана. Одному из них 5 месяцев. Видя, как он на меня кидался, простите, я домой брать его просто боюсь, он агрессивный. Мне сказали, что это добрый, социализированный пес. Но в моем доме мало места. Это же Юля всем рассказывала изначально, что он вывернулся и убежал, что она его искала. Однако проводник это опровергла, с ней удалось связаться. Проводница сказала, что до Новосибирска они ехали 20 часов, и песик в поезде вел себя спокойно, не рычал и не гавкал, только скулил, скучая, видимо, по хозяину. И проводница даже его гладила. Алена утверждает, что пес приехал спокойным. В доказательство она предоставила фотографии, сделанные во время его поездки в поезде в Новосибирск, которые были сделаны проводницей. Проводница сказала, что встречающая сторона сразу повела себя грубо. Пес по кличке Гром 2 дня жил среди поездов в Новосибирске. Фото. Алена Севцова. Алена, у которой сейчас находится пес, со слов проводницы сказала, когда встречающая песика женщина снимала его с поезда, то дернула его с вагона, помните, какая там высота. Пес, естественно, эту женщину не знает, тут его резко дергают, хватают, надевают поводок, он на нее рыкнул, потянул поводок. После этого она решила, что он агрессивный, отцепила поводок и бросила его там. Гром ехал с проводником, во время поездки собака была расслаблена, спокойно, хотя человека не знала. Не представляю, что с ним могло произойти за 2 суток, пока он находился на вокзале, что он стал таким. Мне очень его жалко, он такой несчастный сейчас. Пытаюсь с ним найти хоть какой-то контакт. Несмотря на полученную психологическую травму, есть надежда, что все наладится. Юля отметила, что у пса отличный аппетит, а это уже хороший знак. Аппетит у Грома хороший, съедает все, что даю, но боится он меня очень сильно. Мужа так не боится, видимо, хозяйка не жаловала парня, а я только подхожу, он прячется. Гром не совсем запущен, но его состояние оставляет желать лучшего, у него даже прививки ни одной нет. Также Алена рассказала о будущем Грома. Сейчас он у нас на передержке, пока не придет в себя и ему не подберут хозяев. Он в глубоком стрессе, не подпускает к себе совершенно. Надеюсь, что за 23 недели он оттает, пока Гром все еще в шоке.
Искать новых хозяев для него будут породники из Москвы. Это группа помощи определенным породам собак. В Новосибирске есть группа помощи алабаям, стафам и питбулям, хаски, а мастина и молосам нет, поэтому их курирует московская группа. Сейчас они обеспечивают грома полностью. Нам купили большой запас корма, все необходимые лекарства, оплатили прием врача и витамины. По словам Алены, что, конечно, песику надо время, чтобы он вновь начал доверять людям, и прежде, чем пристраивать его в новые руки, надо, чтобы с ним поработали специалисты. Комментарии пользователей. Жанна Андросенко. Я так понимаю, что собаку отдали бесплатно. К сожалению, это всегда риск для самой собаки. Многие люди не могут удержаться и за даром берут то, что на самом деле им не нужно. Однако отношение к такой собаке у них соответствующее. Это не правило, но очень явная тенденция. Если бы она его купила, то забрала бы домой и при не лучшем развитии событий искала бы другие варианты, нежели оцепить поводок и бросить на вокзале. Вообще, эта история характеризует именно эту несостоявшуюся новую владелицу, нежели сам механизм дистанционной передачи животных. Садаль Мелик. Места мало, зачем тогда брала Елена Царегородцева. Вопиющая безответственность. Думать головой нужно всем, и бывшему хозяину собаки в первую очередь. Как можно так отправить собаку? Практически просто выкинул пса на улицу. Если вы думаете, что я с детства бродяжничаю, то ошибаетесь. Когда-то я был холеным домашним котом, любимчиком одной красивой женщины. Целыми днями моя бывшая хозяйка только и делала, что сидела перед ноутбуком. Я сидел рядом с ней, изредка подавая голос, чтобы получить вкусняшку. Бессонные ночи перед ноутбуком не прошли для моей хозяйки даром. Через интернет она нашла себе мужа, затем уехала жить к нему в солнечную Италию. Так я стал бездомным котом. Сперва я приходил к дверям квартиры, в которой прошло мое детство. Я приходил и принимался орать под дверью, пока кто-нибудь из соседей не выглядывал из своей квартиры. Затем меня выдворяли из подъезда на улицу. Я приходил до тех пор, пока окончательно не осознал, что меня предали и бросили. Я перестал приходить, нашел себе местечко для жилья в подвале соседнего дома. Но мне тут не нравится, потому что в подвале холодно, сыро и очень плохо пахнет. Я снова хочу жить в доме, в тепле и сытости. Я хочу кушать корм из паучьей, а не шнырять по двору, боязливо озираясь по сторонам. Мне надоело рыскать в поисках пропитания под окнами окрестных домов, рискуя быть облитым водой или загнанным собакой на дерево. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.